Ольга и Денис давно уже жили в деревне в небольшом, красивом домике у самого леса. Несколько лет назад они потеряли сына, он разбился на мотоцикле. Горе было так велико, что родители просто не могли оставаться в том месте, где все им напоминало о погибшем парне. Именно тогда один из старых друзей Дениса, глава района, предложил ему должность лесника в районном лесничестве. Денис и Ольга посовещались, решили принять это предложение. Они продали свою квартиру, купили дом и переехали жить в деревню. В той же деревне нашлась работа, и для Ольги в местном медпункте не было фельдшера, а у Ольги имелось подходящее медицинское образование. Поначалу приходилось трудно, ведь они оба родились и прожили всю жизнь в городе, о деревенском быте знали только из фильмов. Постепенно приноровились, завели огород, теплицы, коз. Ольга научилась делать сыр и подумывала, не открыть ли ей фермерское производство продуктов из козьего молока. Про сына они, конечно, помнили, но острота потери притупилась. Осталась только пустота на сердце и вселенская грусть в душе. Деревенские дела не давали расслабляться, нужно было работать с утра до ночи. Работой и лечили душевные раны. Денис постепенно осваивался на должности лесника, наводил на своем участке порядок. Огорчало то, что здесь активно процветал браконьерский промысел. Явно браконьеры не наглели, на глаза не показывались, но следы их черных дел то тут, то там, появлялись в лесу систематически. Браконьеры – это самая большая проблема в лесном хозяйстве, рассуждал Матвей, коллега Дениса, лесник с соседнего лесного участка, пока все люди не поймут, что они своей противозаконной деятельностью нарушают баланс в природе, борьба с браконьерством будет сводиться к нулю. Денис был с ним абсолютно согласен, но как донести до людей эту мысль, не знал. Как-то раз он нашел в высокой траве волчонка, запутавшегося в проволоке. Денис хотел его распутать, но из-за кустов выскочила мамаша-волчица и принялась рычать на лесника и наскакивать, норовя его укусить. Волчица была не сильно крупная, к тому же, было похоже, что она выращивает волчат в одиночку. Хотя, возможно, папа-волк ушел куда-то в глубину леса на поиски пропитания для семьи. Ружье у Дениса висело на плече, но он не хотел никого убивать, брал его в лес на крайний случай. Денис уже уговаривал волчицу и ругался на нее, а она ни в какую. Тогда он взял палку покрепче и замахнулся на беспокойную мамашу. Тогда только волчица заскулила и спряталась в кустах. Пока она пряталась там, Денис успел распутать малыша. Волчонок взвизгнул, материнский инстинкт пересилил страх перед палкой, и волчица опять с рычанием выскочила на лесника. «Иди уже забирай свое сокровище», – миролюбиво проговорил он, пятясь задом от волчицы. Хоть волчица и хлипкая попалась, но мало ли, что взбредет в голову хищнице. Стрелять в нее Денис точно не хотел и был рад, что удалось с ней договориться полюбовно. Даже с диким зверем порой договориться проще, чем с людьми, делился своими переживаниями Денис с женой. Ольга качала головой, сочувствуя ему. Однажды Денис не вернулся к вечеру из леса. Ольга страшно волновалась, ждала его, кричала с крыльца. Она не спала всю ночь, а утром на рассвете решила сама пойти в лес, поискать там мужа. Открыла Ольга дверь, а на крыльце сидит волчица. «А ну, пошла прочь, совсем с ума сошла», замахнулась Ольга на волчицу поленом. Но та даже не шелохнулась, сидела как вкопанная. А потом как будто позвала Ольгу взглядом. Привстала, прошла несколько шагов, обернулась, как бы спрашивая женщину: «Ну что ты там мешкаешь?» Как Ольга поняла, что нужно идти за волчицей, она и сама не знала, только быстренько, как будто под гипнозом, подхватила ветровку, платок и побежала в лес вслед за незваной гостьей. Волчица привела женщину к реке и скрылась в береговом кустарнике. «Денис!» – покричала Ольга. И вдруг услышала его голос, отдающийся глухим эхом, как в бочке. Ольга побежала вдоль берега и заметила старую, ржавую баржу. Из нее и слышался крик Дениса.
Накануне он решил обследовать этот старый агрегат, но проржавевшая, прогнившая палуба его не выдержала и обвалилась вниз. Хорошо еще, что Денис упал на сырые мешки с тряпками, а то еще неизвестно, чем бы все закончилось. Ольга побежала в деревню, привела за собой мужчин, те помогли Денису выбраться из ловушки. Оказалось, что в мешках хранилась старая советская форма моряков. Какие-то вещи, конечно, были испорчены временем, но, в основном, все было цело. Форму мужчины разделили между собой, и еще долго вся деревня щеголяла в этой форменной одежде. «Как же ты догадалась, что я здесь?» – спросил Денис потом свою жену. Ольга рассказала ему про странную лесную гостью на пороге. Тогда Денис и понял, что, видимо, это та самая волчица, которой он вернул волчонка, запутавшегося в проволоке. «Оценила таки мою помощь и решила отблагодарить», – подумал он. Но это были лишь его догадки, точно он не мог быть уверен, та это была волчица или другая. Рассматривалась даже версия некой мистической волчицы, которая и вовсе привиделась Ольге. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. До свидания.